Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. Декабрь – это время, когда мы подводим какие-то итоги, вспоминаем, что было хорошего в этом году. И я не исключение, и сегодня я хочу рассказать вам о моей лучшей косметике, о той косметике, которой я пользовалась в этом году с наибольшим удовольствием, и качество, и результат от которой понравились мне больше всего. И начнем мы сначала с уходовой темы, и потом перейдем к декоративке. Хочу сказать, что в этом видео в основном я попытаюсь сделать упор на бюджетные средства, но тем не менее есть такие люксовые средства, которые для меня являются незаменимыми и безусловными фаворитами, даже несмотря на свою высокую цену. И одним из таких люксовых фаворитов является вот такой бальзам для снятия макияжа и умывания от японской фирмы Mediplorer. Это такой, по сути, гидрофильный бальзам, масло. Что мне здесь нравится? Во-первых, конечно же, само качество. Смывает просто любой макияж на ура, при этом здесь очень хорошие ухаживающие свойства. После него ваша кожа, она напитанная, она такая сияющая, очень мягкая и бархатистая. Не вызывает ни комедонов, ни раздражений, ни забитых пор, а наоборот, только ухаживает и делает вашу кожу чистой, сияющей, напитанной. И бонусом здесь идет безумно вкусный аромат. Я его просто обожаю, и использование данного бальзама – это как дополнительное средство ароматерапии. Единственный его минус для меня – это его совсем не бюджетная цена, а именно 50-55 евро. Но он достаточно экономичный, и его хватает примерно на год использования. Я использую его иногда каждый день, иногда через день, то есть довольно-таки часто. Ну а если говорить о более бюджетных средствах для умывания, но при этом не менее хороших, то тут один из моих фаворитов – это вот такой гель для умывания от Bioderma. Купила я его совсем недавно и показывала на этом канале, делала обзор. Он вот такой абсолютно прозрачный. И это отличный гель, он также великолепно снимает макияж, подходит для аллергичной кожи, для кожи, склонной к раздражениям, акне, для атопичной кожи, для проблемы розация. То есть здесь просто действительно такой хороший лечебный эффект. И плюс еще отличное снятие макияжа. Он, конечно же, не питает, как предыдущий бальзам, но тем не менее он совсем не сушит кожу, он очень мягкий, очень такой приятный в использовании. Мне понравился, очень хорошее средство. И я купила его, потому что на него было просто сотни хвалебных отзывов. И действительно, это очень хороший работающий гель для умывания, который подойдет абсолютно всем и каждому. Супер гель. И при этом цена его в районе 13 евро. Есть еще большим объемом, это у меня 200 мл, есть еще больший объем, что-то в районе за 22 евро. Также, что касается ухода, я очень люблю сыворотки и различные серумы. И здесь я вам могу посоветовать отличные уходовые средства, при этом по реально бюджетной цене. Здесь отличный состав, работающие формулы. И это бренд The Ordinary. Чем он хорош? Тем, что вы выбираете сыворотки для решения какой-то конкретной проблемы, тем, что действительно это работающие средства, и они достаточно бюджетные. И моими фаворитами, как в этом году, так и предыдущие 2 года, это вот такие две сыворотки. Расскажу по порядку. Первая – это сыворотка EOX 134, когда-то я уже рассказывала о ней. Действительно великолепнейшее средство. Это хлорид марганца, который является мощным оксидантом. Кроме того, сыворотка отлично питает, немножко разглаживает вашу кожу, делает ее такой напитанной и здоровой. Действительно хороший рабочий результат. Она вот такая коричневенькая, без запаха, имеет чуть-чуть маслянистую текстуру, но при этом вы распределяете обязательно ее на ладошках, растираете, получается такое тепло, даже немножко жар, наносите по массажным линиям на свою кожу и видите отличный рабочий результат. Я ее использую в основном днем под крем, потому что ночью я использую сейчас ретиноиды, но расскажу о них чуть позже. Вначале покончим с этой сывороткой. Стоимость ее где-то в районе 11-12 евро, при этом действительно рабочая, очень хорошая.
То есть, если вам нужно питание, увлажнение и красивый цвет кожи, это все она. Вполне рабочее средство за очень смешные деньги. И следующую сыворотку, такую малышку, я использую по ночам и всегда в холодное время года. Ее время года это осень и зима. Почему? Потому что это 2% ретиноид эмульсия. Ретиноиды нужно использовать на ночь. И обязательно при их использовании нужно днем потом пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы у нас не было пигментных пятен. Вот она такого белого цвета, она чуть маслянистая, имеет такой мягкий кремовый запах, достаточно приятный. При этом она питает, ухаживает за вашей кожей, но основное ее, конечно, предназначение — ретиноиды, они борются с возрастом, они разглаживают мелкие морщинки и улучшают цвет лица. И это действительно то, что я вижу на себе. Кожа лица становится такой живой, сияющей, пропадает тусклость, вот эта вот серость. И она становится упругой, и мелкие морщинки при регулярном длительном использовании действительно уходят. Цена ее что-то тоже в районе 13-14, может быть 15 евро, я уже не помню. Для знакомства с ретиноидами просто супер вещь. Ну и раз уж я упомянула о солнцезащите, то хочу сказать, что солнцезащитный крем в дневное время я использую практически круглый год, потому что летом это активное солнце, и я не хочу появления пигментных пятен. И зимой по той же причине, но потому что я использую кислоты, пилинги, ретиноиды, они снимают верхний слой кожи, и здесь также обязательно наличие солнцезащитного крема. Минимум зимой я использую 25-30, летом 30-35, но скорее 50 чаще всего. Одним из моих фаворитов уже 2-3 года это вот такой крем Smart Sun Protector от Calistar. Супер средство, и я бы назвала его даже бюджетным. Полная его цена что-то в районе 32-33 евро, но очень часто его можно купить на скидках в районе 22 евро, что является для данной марки и для такого рабочего крема действительно очень бюджетной ценой. К солнцезащитному крему у меня есть очень такое большое требование. Он должен не просто защищать от солнца и препятствовать возникновению пигментных пятен, веснушек, но я еще хочу, чтобы мой солнцезащитный крем работал как ухаживающий крем, для того, чтобы меньше просто слоев косметики наносить на свою кожу. Поэтому мой солнцезащитный крем должен сочетать в себе и солнцезащиту, и ухаживающие свойства. И данный крем от Calistar действительно работает. Он отлично питает, увлажняет, он не выбеливает, что также безусловный плюс для солнцезащиты. И он действительно справляется со своей функцией защиты от солнца. Никаких пигментных пятен, никаких веснушек. Ну и мы с вами потихоньку переходим к декоративной косметике. И здесь мой фаворит для оформления бровей — это такое бюджетное средство от Maybelline Tattoo Brow. У меня есть вот такой уже затертый, и вот новенький я себе купила. Чем он хорош? Это действительно бюджетное средство, при этом он отлично прокрашивает все волоски и подходит даже новичкам. Им тяжело переборщить, его можно вычесать все излишки, есть красивые оттенки, можно подобрать для себя подходящий вам. Мне особенно нравится цвет тауп, он такой как бы универсальный, мне кажется. При этом он держится весь день, после этого он отлично смывается достаточно легко. Одни плюсы, никаких минусов. Однозначно рекомендую. Если же говорить о тушах, то здесь я вообще считаю, что бюджетные туши совсем не хуже, а часто даже и лучше люксовых тушей. И для меня тушь — это тот продукт, который я не понимаю, зачем покупать дорогой, только просто если вам нравится там тот же Lancome или Dior. Без сомнения, они очень неплохие, дают отличный результат, но и бюджетные туши дают результат не хуже, а часто даже и лучше. И в этом году мои фавориты — это вот такая уже затертая Sky High от Maybelline и Catrice Glam Doll. Стоимость Catrice в районе 3-4 евро. Она имеет вот такую изогнутую кисточку, не осыпается, хорошо разделяет, дает немножко объема и удлинения ресницам. Действительно, кукольные ресницы
Очень хорошая тушь, просто за смешные деньги. Maybelline Sky High мне нравится чуть больше, только потому, что здесь чуть больше удлинения она дает. И наслаивая эту тушь, можно просто сделать космически длинные ресницы. Кисточка здесь такая обычная, классическая, в принципе не маленькая. Яркий выраженный аромат туши больше, чем у Catrice, но это не минус, на глазах он абсолютно не ощущается. Поэтому две эти туши однозначно могу рекомендовать как супер бюджетные туши, дающие результат совсем не хуже люкса. Ну и если говорить о люксовых все-таки средствах, то здесь я не могу не упомянуть о своих любимчиках. Это румяна, кремовые румяна от MAC. Они очень мягкие, кремовые, сейчас я вам их покажу, видите, они продавливаются буквально. Цена здесь не совсем бюджетная, но при этом это отличные румяна. Они такие кремово-мягкие, они имеют очень такой нежный оттенок, с ними невозможно переборщить, мне кажется, по крайней мере с этим оттенком. И он идет абсолютно всем, он абсолютно всех освежает. Это можно сказать, что чуть более бюджетный аналог от Dior. Стоимость их в районе 35 евро. Скидок на данный розовый оттенок практически не бывает, потому что это бестселлер и он нужен всегда и всем. Ну и продолжим тему люкса. Если вы попросите назвать меня люксовый продукт, которому я пока что не нашла точного аналога в более бюджетном сегменте, то однозначно я назову Hourglass. Это моя любовь уже многие годы, это бесспорный фаворит не только этого года, а в принципе многих последних лет. Она уже у меня стерлась и затерлась, но это супер пудры. Они имеют очень мягкий невесомый помол. Они не забиваются в складки, в шелушинки какие-то. И это те пудры, которые дают эффект фотошопа на вашей коже. Действительно, блюрит ее. Она такая сияющая, ухоженная, красивая, как в жизни, так и при фото-видеосъемке. У меня это малышка, но ее стоимость что-то в районе тоже 35-37 евро. В то время как полноразмерная стоит в районе 60 евро. И да, я знаю, что есть очень много бюджетных пудр с похожим фотошоп-эффектом. И да, действительно, они неплохие. Но поверьте, если у вас будет в наличии Hourglass и какая-то более бюджетная пудра с подобным эффектом, вы всегда выберете Hourglass. Только потому, что эффект будет значительно лучше, люксовый и действительно очень красивый такой блюр-эффект на вашей коже. Она как будто бы стирает возраст, она отлично подходит возрастной коже, дает такой лифтинг-эффект, поэтому супер средство, безусловный фаворит. Возвращаемся к бюджету и поговорим о консилерах. Основная моя проблема вообще при макияже — это синяки под глазами. Их не скрыть, никогда не перекрыть полностью. Можно взять, конечно, что-то безумно такое железобетонное, но тогда это будет заметно, чего я не люблю. И вот уже многие годы безусловным фаворитом, моей палочкой-выручалочкой, которая отлично подходит на каждый день, это Catrice Liquid Camouflage. Смешная цена 3,5-4-5 евро в зависимости от оттенка и наличия скидок. Он на водной основе, он отлично ложится, он хорошо перекрывает синячки, он при этом не забивается в складки, не забивается в морщинки, подходит для лифтинг макияжа также, очень естественно смотрится. Этот консилер не заметен практически на глазах, он не скатывается, он достаточно стойкий, он, не знаю, он просто всем хорош, ни одного минуса я назвать не могу. Супер средство, фаворит не только этого года, но и многих-многих годов. И не зря это бестселлер марки уже просто на протяжении десятилетий, мне кажется. Ну и закончить я хочу средствами для губ. Мои фавориты для губ этого года. Здесь у меня есть и бюджетные любимцы, и люксовый любимец. Это вот такое масло от Clarins. Наверное, многие его знают. Оно действительно очень хорошее, очень красивое, блестящее, как эффект глянцевого винила жидкого стекла. При этом оно не липкое и оно ухаживающее. То есть это не только макияж, но это еще уход за кожей ваших губ. Если губы у вас потрескались, чуть-чуть где-то пошелушились, то в принципе оно отлично справляется. Не затекает в морщинки, не растекается за контур, особенно если используете карандаш, тогда 100%, но и даже без карандаша тоже хорошо.
красивые оттенки, очень мягкое, очень такое нежное, не ощущается на губах, еще немножко подлечивает. Стоимость тут, конечно, не совсем бюджетная, 25 евро. Но если говорить о бюджете, то последние мои видео были с этими бальзамами в форме ручек Click Pen. Я попробовала их совсем недавно, и с тех пор я пользуюсь ими практически каждый день. За свою цену в районе 4-5 евро это супер средство. Они очень мягкие, они не сушат и немножко даже увлажняют ваши губы. Винилово-глянцевые, очень красивые, бюджетная цена и отличный люксовый эффект на ваших губах. При этом они легкие в нанесении, они не жирные, они не липкие совсем, отлично носятся, отлично смотрятся. Искренне рекомендую. Но на этом у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Я безумно благодарна за ваши лайки, подписку и комментарии. Если у вас есть какие-то бюджетные фавориты в этом году, пожалуйста, пишите в комментариях. Ну а я желаю вам хорошего дня и чудесного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!